Иногда знание английского языка оказывается совершенно бесполезным на вашем родном языке. Ускорит процесс ужасный акцент, вас не поймут. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы поговорить о английском языке. Нужно ли учить английский язык для иммиграции? Сложно ли мне будет в США, если я не знаю английского языка? Поймут ли меня с моим ужасным акцентом? И многие другие вопросы я хотела бы сегодня обсудить. Поэтому, если эта тема вам интересна, оставайтесь со мной. Бытует мнение, что английский язык это международный язык. Но с этим мнением я согласна только на 50%. По моему опыту, международным языком является все-таки язык жестов. Вы не представляете, какое количество раз я сталкивалась с тем, что мой собеседник либо плохо знает английский язык, либо не знает его вовсе. И как бы хорошо не знала английский язык я бы никогда не добилась ответа на интересующий меня вопрос без языка жестов. Только когда ты пытаешься как-то показать, что ты имеешь в виду, возможно, с помощью телефона объяснить, а если у тебя есть листок бумаги и ручка, то это ускорит процесс, но тем не менее. Иногда знание английского языка оказывается совершенно бесполезным в случае, если ваш собеседник его не знает. Поэтому я могу вам посоветовать в таких ситуациях быть находчивым, сообразительным, раскованным и не бояться, что вас не поймут. Это относится и к следующему. Даже если у вас минимальное знание английского языка, довольно ограниченный словарный запас и ужасный акцент, не бойтесь, что вас не поймут. Вам необходимо говорить, потому что английский язык это способ общения. Поэтому чем больше ошибок вы сделаете, тем скорее вы их исправите и научитесь. А возможно, в ситуации, когда очередной раз вы не сможете что-то объяснить, это послужит вам неким стимулом для того, чтобы углубиться в изучение английского языка и стать лучше. Я думаю, ни для кого не секрет, что в США очень много иммигрантов с разных стран, для которых английский язык не является родным. В связи с этим огромное количество американских ресурсов имеет несколько языковых версий. Например, на сайте налогового управления АРС информация представлена на 8 языках, в том числе и русском. Для того, чтобы получить права, вам необходимо сдать теоретический тест. Этот тест вы можете сдать на русском языке, предварительно изучив правила дорожного движения также на русском языке. При звонке в страховую компанию вы можете попросить подключить переводчика для того, чтобы понять все детали. Когда я занималась оформлением медицинской страховки первый раз, при каждом звонке в страховую компанию я просила, чтобы мне подключили переводчика, потому что я впервые столкнулась со страхованием в целом, и для меня в этой сфере было очень много незнакомого даже на русском языке, не говоря уже про английский. Поэтому каждый раз, если доступна услуга переводчика, пользуйтесь ею. Не переживайте, это никоим образом не выставит вас в плохом свете, а наоборот поможет вам избежать ошибок в дальнейшем. При посещении доктора вы также можете попросить пригласить переводчика, либо подключить его по телефону. Даже если в клинике по каким-то причинам данная услуга недоступна, я больше чем уверена, что русскоговорящий там найдется. И последнее, куда бы вы ни пришли, практически везде можно встретить человека, который говорит на вашем родном языке. Именно по этой причине подавляющее большинство иммигрантов, несмотря на количество прожитых лет в стране, до сих пор не знают английского языка. В моем окружении есть люди, которые не потратили ни минуты на изучение английского языка, и тем не менее у них довольно-таки неплохой разговорный английский язык. Все дело в том, что они не боятся общаться, они не боятся делать ошибки, и необходимость в получении информации у них гораздо выше, чем боязнь выглядеть глупо. Но, к сожалению, они совершенно не знают грамматику, и качество английского языка у них на довольно-таки низком уровне. Безусловно, если вы хотите ассимилироваться в англоговорящей стране, чувствовать себя свободно, вам необходимо знать английский язык. Для иммигранта крайне важно знать язык той страны, в которой он проживает. Спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и до скорой встречи!